Всем привет, друзья! Мы продолжаем видеопрогулки в необычных местах Харькова. Вот сегодня побываем на Комсомольском озере. В Харькове их два с таким названием. Одно в районе Основы, когда-то это озеро было карьером. Второе заболоченное на Павловом поле в лесопарке недалеко от 4-й неотложки. То, что в районе Основа, когда-то называли Украинкой, а сейчас Комсомольским озером, Комсомольским карьером, Основянским озером, озером на Основе или Основянским лугопарком. О нем ходят жуткие легенды. Якобы здесь когда-то было кладбище, но при добыче песка его затопило. И с тех пор раз в месяц по ночам на поверхность всплывают гробы и кресты. Но это всего лишь выдумка, и ничего такого здесь не происходило. Существует еще легенда, связанная с этим местом. Якобы в советские времена озеро на Основе хотели превратить в маленькое море. Для этого сюда привезли целый поезд соли и высыпали в воду. Ничего из этой затеи не вышло. Озеро очистилось, вода снова стала пресной. А это уже не легенда, что здесь произошла авиакатастрофа 2006 года. Чартерный самолет потерпел здесь крушение. Пилот, понимая, что машина падает, направил борт не на стоящие поблизости жилые дома, а на карьер. Экипаж самолета, двое пилотов и стюардесса погибли. Вообще изначально в 19 веке на месте нынешнего Комсомольского озера было небольшое болото. По мере добычи тут песка, обусловлено близостью крупного расстраивающегося города, озеро увеличивалось. В период советского времени строительство в Харькове требовало еще больше строительного песка. На озере появились земснаряды, ускорившие увеличение озера в глубину и акватории. На озере есть одно-два глубоких места около 25 метров. Берег и дно озера песчаные и являются благоприятными для устройства пляжей и даже рекреационного комплекса. Решение по поводу воплощения этой идеи было принято в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Сейчас здесь есть импровизированные пляжи, но они не до конца благоустроены. Название «Комсомольское» ему дали, когда в 70-х открыли пляж, который есть и сейчас. По поводу рыбы, то тут ее предостаточно. По всему периметру ловят и окуня, и щуку, и красноперку. Говорят, что есть карась, но его очень мало. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить, кто не видел, на канале есть большое развернутое видео про район Основа в Харькове. Там много информации про сам район, а также про данное Комсомольское озеро. Посмотреть можете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Еще одно Комсомольское озеро, как я упомянул в самом начале видео, расположено на Павловом поле, в лесопарке, недалеко от 4-й неотложки. Когда люди говорят про Саржен-Яр, то имеют в виду часть, где протекает ручей от источника мимо озера с форелью и до проспекта Науки. Но сегодня я покажу Саржен-Яр с его другой стороны. С той стороны, куда в плохую погоду даже не пробраться, да и в хорошую с трудом. Чтобы посмотреть это озеро на Павловом поле, надо пробраться через вот такие дебри и джунгли. В лесопарке со стороны Пятихаток начинаются Саржен-Яр и Алексеевский Яр, по дну которых соответственно тек Саржен-ручей
И течет река Алексеевка, почти параллельно друг другу на расстоянии 1,5–2 километра до впадения в Лопань. Саржин ручей практически уничтожен в 2006 году при прокладке ЛЭП. Раньше это было живописное озеро. Оно появилось на месте слияния реки Сарженка с небольшим ручьем – Саржиным ручьем. В 1930-е годы прошлого века его назвали Комсомольским – место отдыха трудящихся. В начале 50-х годов 20 века на Субботниках овраг под озеро был углублен. Установлен шлюз, и территория вокруг была подготовлена под зону отдыха. Озеро начали заполнять. И тут выяснилось, почва не держит воду. И только через много лет произошло заиливание и замасливание дна. И озеро, наконец, начало наполняться. Стоит заметить, что озеро в основном подпитывается не из природных источников, а из различных стоков. Но купаться в нем нельзя ни под каким видом. Сейчас эта местность частично заболочена. Среди местного населения озеро обладает не очень хорошей славой. Поговаривали, что здесь раньше тоже находилось старинное кладбище. По легенде, на водоеме можно встретить призраков. На самом деле, такими легендами озеро окутано из-за илистого дна и большого количества тростника. Это место много десятилетий являлось излюбленным местом отдыха рыбаков. Рыбаки и сейчас часто тут сидят, но, учитывая размеры озера, особо крупных экземпляров рыбы тут нет. Вы видите, в каком состоянии озеро. Его никто не чистит, оно медленно сохнет. С каждым годом оно становится все меньше и меньше и держится только из-за подпитки из различных стоков и ключей. Вот такие вот они, два комсомольских озера в Харькове. Абсолютно разных, но по-прежнему пользующиеся популярностью у местных жителей и рыбаков. Благодарю зрителей канала за совместную прогулку по интересным местам города. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. С вами был Алекс Моторный. До новых видеопрогулок на канале.